Привет, друзья! Сегодня мы приехали в очень известную школу English School Кирения, SK. Эта школа расположена в районе Белопаиса, Азанкой. Мы сегодня хотим познакомить вас с школой, показать территорию. Вот такая красивая школа. Прям, что первое, что бросается в глаза. Такой вот амфитеатр вот слева. Конечно, место очень красивое, горы. Территория зачет. Вот мы находимся в школе. Тут красивый холл. Конечно, школа видно, что такая красивая, очень уютная. Вот, как я говорила, сегодня дата смерти Ататюрка. Здесь вот уголочек, такие уголки с живыми цветами и с искусственными. Сейчас мы пройдемся по школе, и нам покажут, какие есть кабинеты. Вот это средняя школа. Вот в такой красивой форме ходят учителя. Учатся здесь дети разных национальностей. Вот кабинет биологии, посмотрим. В классе, как вы видите, немного детей. Это старшие классы. 10 или 11. Угу. Также кабинет биологии. Такие вот у них. Тут индивидуальный подход. Вот у каждого есть свой ящик. Здесь хранятся вещи. В общем, как в американских фильмах. Все почти так же. Угу. Вот еще класс один. Ой, сори. Посмотрите, как мало детей в классе. Здесь уже старшие классы, у них очень-очень не густо. В классе около 10 детей в среднем. И некоторые классы, вот старших, там вообще в некоторых предметах, я так понимаю, здесь выбирают себе предметы, которые необходимы при поступлении в будущий вуз, потому что в некоторых классах по 3-4 человека. Доска почета. Такие дифференцированные классы по интересам. Здесь обучение 13 лет, английский с 1 класса. На турецком языке здесь запрещено говорить, здесь только английский язык. И дети знают уже в 8-м, в 7-м у них уровень языка. А в старших классах, 10, 11, 12, уже идет подготовка к поступлению в университет. Поэтому здесь такие группки по интересам, ну, грубо говоря, выбирают предметы профильные, которые необходимы в будущем для поступления, и их углубленно изучают. Вот мы пришли в спортивный зал. Баскетбольные кольца, футбольные ворота, покрытие. И здесь дети занимаются физкультурой. Также есть зал с другим покрытием, какой-то более фитнеса. Также вот у них есть драма-клуб, шахматы. В общем, это классы, где дополнительные предметы, как у нас activity, по своим интересам дети выбирают. У них рисование и прочее.
Вот, никого нет у нас. Нам разрешили пройти в кабинет. Вот это анатомии. Вот такие парты. Садится один человек за партой. Доска. Выведен телевизор. И вот тут разбирают проектор. Угу. А вот библиотека. Это, ну, книжный такой, книжный. Библиотека, да? Так интересно, в классах по 5-6 человек. Ну, где старшеклассники. Здесь, наверное, собираются и читают книжечки. Малыши. Вот, кстати, и пришли маленькие читатели. Школа на самом деле не очень больших размеров, небольшие классы, но я посмотрела, что здесь немного детей, поэтому им всем достаточно места. Класс информатики слева. Также вот есть такое место, где учащиеся тут сидят, делают уроки. Я вижу компьютеры. Такая вот у них зона учебы и зона отдыха одновременно. И самое главное место – это столовая. Пойдемте глянем столовку. Ну, столовая везде одинаковая. Вот, кушают. Вот урок музыки. Посмотрите, какой кабинет музыки. Какая тут профессиональная, я бы сказала, даже аппаратура, техника. Такие парты, колонки. Итак, мы сели возле бухгалтерии, нам дали прайс. Самый главный вопрос – сколько же стоит обучение в школе SK, самой престижной школе на Северном Кипре? Итак, для того, чтобы учиться во 2 классе, вам понадобится 4500 фунтов. Далее, 3-4 классы стоят около, и также 5-6 около 6000 фунтов. И начиная с 7 класса и далее обучение около 7000 фунтов, 6,5-7 000 фунтов. И последний 12-13 класс обучение стоит 8500 фунтов. Это я вам сказала стоимость, которую можно оплачивать поэтапно. Если вы оплатите все сразу, то от этой стоимости отнимите 10% скидка. Все цены указаны в фунтах, следовательно, оплата по курсу фунта. Имейте в виду. Друзья, к сожалению, нам не разрешили, чтобы учащиеся, даже русскоговорящие, нам оставили свой отзыв. Их не разрешили снимать на видео. Такие правила. Но я вам хочу сказать, что по отзывам наших знакомых, кто здесь учился или учится, школа это нравится, естественно. Здесь очень комфортные условия учебы. Здесь действительно британская система образования, британские учителя. Здесь отличается обучение от обучения в других школах в Северном Кипре. Но обратите внимание, какие здесь цены на обучение, какая стоимость. Она привязана к фунту, все по курсу. Поэтому, когда вы можете оплачивать частично, либо разово, но когда ваш ребенок поступает в такую красивую школу, которая мечтает учиться каждый родитель, чтобы ребенок учился, обратите внимание на цены.
все взвесьте. Просто из некоторых примеров хочу сказать, что вот дети поступали в эту школу, родители максимально мечтали и сделали все возможное, а потом случилась пандемия, онлайн-обучение, да и просто жизнь и ситуации меняются. И дети, отучившись 1, 2, 3 года, вынуждены идти в другие школы, и поэтому смысл ребенка было учить в этой школе за такие деньги. Как мне кажется, здесь вы должны посчитать ваш бюджет и принять решение, будет ли ваш ребенок учиться, сможете ли вы ему обеспечить это образование. Образование, несомненно, здесь хорошее. Здесь ученики, заканчивая эту школу, могут спокойно поступать в университеты европейские, американские, британские. Друзья, мы провели вам такую небольшую экскурсию по школе, показали, какие кабинеты здесь есть, сколько детей обучаются. Мы рассказали вам, сколько стоит обучение. К сожалению, мы не смогли взять отзыв у детей, потому что это запрещено. Но я вам скажу, что по отзывам учащихся, моих знакомых, эта школа очень хорошая, естественно. Единственное, здесь вопрос у всех стоит с финансами. Да? В такое тяжелое время заплатить за обучение ребенку по 8-9 тысяч фунтов, многим нужно подумать. И поэтому перед тем, как вы отдаете вот это учебное заведение своего ребенка, посчитайте, сможет ли он здесь закончить, потому что в последних классах здесь дается сертификат, с которым вы можете спокойно поступить в европейский вуз. Мы максимально постарались вам показать эту школу, дать информацию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях вопросы. У кого дети учатся в этой школе, напишите также в комментариях ваш отзыв. Вам нравится обучение, что вам нравится. И хочется такое более... Хочется узнать информацию о тех детях, кто действительно куда-то поступал. Может быть, родитель такой смотрит нас, и он напишет об успешном поступлении своего ребенка в какой-то европейский вуз. Все, до новых встреч, пока-пока.